Дорогие друзья, всем большой привет! Сегодня предлагаю рецепт очень вкусных, воздушных, нежных булочек с клубникой и шоколадной крошкой, а сверху сметанный крем. Это действительно очень-очень вкусно. Итак, для этого рецепта мне потребуется 200 мл обычного теплого молока и 50 граммов сметаны. Можно взять как 15, так и 20% сметану, либо комнатной температуры или холодную, но тогда молоко нужно будет чуть-чуть лучше согреть. Затем обязательно добавим пол чайной ложки соли и 60 граммов сахара. И сразу же можно добавить одно яйцо и затем уже все хорошо до однородности перемешать венчиком. Затем уже добавим 7 граммов сухих быстродействующих дрожжей или 21 грамм свежих прессованных. Опару в данном случае я делать не буду, но со свежими дрожжами опару лучше сделать. В 400 граммов муки добавим немножко ванилина для аромата. Обязательно просеиваем муку и замешиваем тесто. Сначала ложкой, а затем руками. Как я сказала, в моем случае уходит 400 граммов муки, но в вашем случае может уйти другое количество. Не стоит ориентироваться лишь на указанный вес. Нужно ориентироваться на свои продукты и на густоту теста. Ведь мука у нас по своим свойствам абсолютно разная, как и другие продукты, например, размер яиц и жирность сметаны. После вымешивания тесто должно получиться вот таким однородным, гладким, но слегка липковатым. В такое тесто уже можно вмешивать размягченное сливочное масло 40 граммов в 2 подхода, потому что так будет удобнее. После вмешивания сливочного масла тесто становится совсем не липким, еще тесто станет более мягким и более эластичным. Обратите внимание, что оно должно быть мягким, но упругим и хорошо держать форму. Оно не должно быть жестким, чтобы выпечка не получилась жесткой. Такое тесто мы кладем в миску, заранее смазываем ее растительным маслом дно и стенки, чтобы тесто не прилипало. Тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 1,5 часа, чтобы оно хорошо подошло и увеличилось в несколько раз. Итак, тесто уже очень хорошо подошло. Сначала его нужно обмять. Тесто немного липковатое, поэтому можно смазать рабочую поверхность маслом или, как я, присыпать мукой. Затем тесто раскатываем в большой прямоугольник толщиной примерно 5 мм. У меня получился прямоугольник 35 на 50 см. Получившийся пласт теста нужно смазать размягченным сливочным маслом. Это удобно делать при помощи силиконовой кисти. Потребуется 50 граммов. Пласт теста, смазанный сливочным маслом, еще можно присыпать сахаром. Я возьму всего лишь 1 столовую ложку. Здесь ориентируйтесь на то, сладкая ли у вас клубника. Если сладкая, можете вообще не добавлять сахар. Если кислая, то добавьте побольше. Для начинки потребуется 250 граммов свежей клубники. Плодоножку нужно срезать, и вес я указала без плодоножки. Затем клубнику нужно нарезать маленькими кусочками. – 150 граммов темного или молочного шоколада нужно нарубить небольшими кубиками. Нарезанные кусочки клубники равномерно распределяем по поверхности всего раскатанного пласта теста. А затем уже присыпаем кусочками шоколада. Кстати, если шоколада у вас нет, это совсем не повод не готовить эти булочки. Просто не используйте его, а добавьте побольше сахара, например. Тесто с начинкой нужно свернуть в рулетик. А край обязательно нужно защипнуть. Получившийся рулетик нужно разделить на 16 кусочков. Делить я буду при помощи нити. Так срез получится более ровным. Булочки я буду выпекать в форме, устеленной бумагой для выпечки 30 на 30 сантиметров.
Обратите внимание, что после выпечки булочки обязательно слипнутся. Если хотите, чтобы они были раздельными, тогда выкладывайте на противне подальше друг от друга. Затем накрываем полиэтиленовым пакетом и полотенцем, так как булочки могут его окрасить. И оставляем на расстойку на 20-30 минут. Булочки выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Для крема возьмем 150 граммов густой сметаны, у меня в данном случае 20%, и добавим сахарную пудру по вкусу, я добавляю 20 граммов. Еще по желанию можете добавить ванилин. Все хорошо перемешаем, и крем у нас готов, вот такой простой. Итак, булочки уже готовы, и пока они горячие, их нужно смазать сметанным кремом, который мы заранее приготовили. Можно класть на каждую булочку по чайной ложке крема и этой же чайной ложкой смазывать или воспользоваться силиконовой кисточкой. Ею получается быстрее и слой распределяется более равномерно. Затем в процессе остывания часть крема впитается в тесто. Вы не представляете, насколько вкусно получится и нежно. Итак, посмотрите, какие получаются воздушные, мягкие, вкусные, такие нежные булочки. Все просто замечательно сочетается буквально каждый используемый продукт. Побалуйте себя, свою семью, своих близких такими булочками. Думаю, у вас все обязательно получится. Приятного аппетита и успешной выпечки!